США снова открыли огонь. В этот раз по опорным пунктам ИГИЛ в Сирии. В Майами продолжаются переговоры. Прогресс есть, но путь к миру еще долгий, отметил госсекретарь США Марко Рубио. Украине стоит готовиться к продолжению войны в следующем году, считает посол США в НАТО Уитакер. Новые цели и новые рекорды. СБУ поразила танкер теневого флота в Средиземном море. Трамп готовится к войне с Венесуэлой. Кремль спрашивать не будут. В Турции нашли российский дрон. Что задумала Россия? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Соединенные Штаты наносят удары по опорным пунктам ИГИЛ в Сирии. Об этом сообщил Дональд Трамп. Он пообещал ответные меры после нападения на американский персонал в стране в прошлые выходные, которое, как предполагается, совершил боевик террористической группировки «Исламское государство». Операция получила название «Удар ястребиного глаза». Мы наносим мощные удары по опорным пунктам ИГИЛ в Сирии. Месте, пропитанном кровью и имеющем множество проблем, но обладающем светлым будущим, если ИГИЛ будет искоренен. Правительство Сирии, возглавляемое человеком, который очень усердно работает над возвращением величия Сирии, полностью поддерживает эти действия. Всем террористам, достаточно злым, чтобы нападать на американцев, объявляется предупреждение: вы будете получать удары сильнее, чем когда-либо ранее, если вы любым образом атакуете или угрожаете США. Это не начало войны, это объявление возмездия. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и никогда не отступят в защите наших людей. Как мы заявляли сразу после этого варварского нападения. Если вы нацеливаетесь на американцев где бы то ни было в мире, вы проведете остаток своей короткой и тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться за вами, найдут вас и безжалостно уничтожат. Сегодня мы охотились и убивали наших врагов. Многих. И мы продолжим. В последние месяцы коалиция во главе с США регулярно наносит авиаудары и проводит наземные операции в Сирии против боевиков Исламского государства, часто совместно с сирийскими силами безопасности. В стране по-прежнему остается около 1000 американских военнослужащих. В США завершился очередной раунд консультаций по Украине. В Майами спецпредставитель президента США Стив Уиткоф провел встречу с переговорщиками от Украины, Германии, Франции и Великобритании. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, стороны согласовали дальнейшие шаги и договорились продолжить совместную работу в ближайшее время. Параллельно ожидается еще один контакт. В ближайшие дни в США должна состояться встреча Уиткофа со спецпредставителем президента России Кирилл Дмитриев. Детали обсуждения официально не раскрываются, переговорный процесс продолжается. Переговоры о завершении войны в Украине не направлены на навязывание соглашения какой-либо стороне, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, в диалоге был достигнут прогресс, однако впереди еще значительный путь. Он отметил, что самые трудные вопросы, как правило, остаются на финальном этапе переговоров. Войны, как правило, заканчиваются одним из двух способов — капитуляцией одной из сторон или путем переговорного урегулирования. Мы не видим в ближайшее время капитуляции ни одной из сторон. Поэтому единственный реальный путь к завершению этой войны — это переговоры. Переговорное решение требует двух вещей. Обе стороны должны что-то получить, и обе стороны должны чем-то поступиться. Мы пытаемся понять, что Россия готова отдать и что она ожидает получить. Что может отдать Украина и на что она рассчитывает взамен? В конечном счете решение будет принимать Украина и Россия, а не Соединенные Штаты. Именно такую роль мы и пытаемся играть. Поэтому вы видите так много встреч. Речь не идет о навязывании кому-то сделки. Речь идет о том, чтобы понять, чего ожидают и в чем нуждаются обе стороны, и на что они готовы пойти взамен, и выяснить, пересекаются ли эти позиции. Разумеется, это требует много времени и тяжелой работы. Обычно такие вопросы невозможно решить в СМИ или на пресс-конференциях. Я считаю, что прогресс достигнут, но нам еще предстоит пройти немалый путь, и, как всегда, самые сложные вопросы остаются напоследок. Мир в приоритете, но Украина должна быть готова воевать и в 2026 году. Об этом сказал посол США при НАТО Мэтт Уитакер в эфире канала Fox News. Именно под этот сценарий Евросоюз одобрил пакет поддержки на $105 миллиардов. В Вашингтоне подчеркивают, что прямую военную помощь США прекратили, сосредоточившись на продаже оружия союзникам по НАТО, которое затем передается Киеву. По оценке Уитакера, война обходится сторонам в десятки миллиардов долларов ежегодно. И именно поэтому, по его словам, мир — лучший вариант для всех. Я считаю, что это соглашение было проработано между Украиной, Соединенными Штатами и европейскими союзниками. И теперь мы посмотрим, что вернется в ответ, когда эти встречи состоятся в Майами. Но в конечном итоге это наш шанс.
И знаете, Украине также следует быть готовой воевать и в 2026 году. Именно поэтому в ЕС был одобрен кредит на 105 миллиардов долларов, чтобы это профинансировать. Соединенные Штаты продают оружие нашим союзникам по НАТО, и это оружие затем передается Украине. Это вооружение, которое невозможно получить где-либо еще. Но знаете, мы хотим, чтобы эта война закончилась. В то же время мы хотим, чтобы Украина могла защищать себя. И будет совершенно очевидно по мере того, как мы будем входить в эту зиму, что без мирного соглашения боевые действия продолжатся. Знаете, сейчас ведение войны обходится примерно в 20-30 миллиардов долларов, плюс еще около 30 миллиардов со стороны Украины. То есть ежегодно только на боевые действия уходит, вероятно, от 60 до 70 миллиардов долларов. Это чрезвычайно дорого. Именно поэтому мир — лучший вариант. Лучший вариант для всех сторон. А Россия, вероятно, тратит примерно вдвое больше, чтобы продолжать эту войну. Это полная растрата ресурсов. Военная помощь Украине со стороны Запада не сократилась после изменения политики США. Об этом заявил заместитель командующего миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины Майк Келлер. По его словам, поставки вооружений продолжаются без пауз. Как только объявляется очередной пакет помощи, поток техники и боеприпасов начинается сразу, без ожидания оплаты. Существенную часть финансирования при этом берут на себя европейские страны. Координацией поставок занимается миссия NSATU, работающая с конца 2024 года. В этом году через нее Украине было передано около 220 тысяч тонн военной помощи. Это тысячи грузовиков, сотни железнодорожных вагонов и самолетов с оружием и снаряжением. В НАТО подчеркивают, объемы помощи достаточны, чтобы Украина удерживала линию фронта и сдерживала российское наступление, пусть и ценой больших потерь со стороны России. Вместе с тем в Альянсе настаивают на главном. Поставки должны оставаться стабильными и предсказуемыми, чтобы Украина могла планировать оборону и боевые действия. Поставки продолжаются. Не было никакой паузы или остановки из-за этого механизма. Все просто шло дальше. И дело не в том, что США ждут, пока за это заплатят. Как только объявляется очередной пакет, поток материальных средств начинается и продолжается непрерывно. Мы, условно говоря, не ждем, пока будет оплачен счет. Мы видим хороший, стабильный поток поставок, в том числе очень важных возможностей, которые поступают из Соединенных Штатов. Этого никогда не бывает достаточно, но, по крайней мере, этого хватает, чтобы Украина оставалась в бою. Мы видим, что российское продвижение идет очень медленно и сопровождается огромными человеческими потерями, большим количеством погибших и раненых с российской стороны. Украина способна удерживать линию фронта и, насколько это возможно, защищать небо. Это показывает, что поддержка была хорошей, хотя, конечно, ее всегда может быть больше. Европа продемонстрировала лидерство в поддержке Украины, сказал Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Туск подчеркнул, что позиции Киева в отношениях с Москвой сегодня значительно сильнее, а Варшава выполнила все данные Украине обещания. Зеленский также встретился с президентом Польши Каролем Навроцким и выступил в польском Сейме. Я считаю, что Европа проявила лидерство. И это очень важно. Жесткая, сильная позиция. Спасибо. Спасибо за поддержку. Для нас, я имею в виду, Польша нас поддержала, и мы слышали ваш голос и ваши сигналы. Без каких-либо, вы понимаете, попыток балансировать между правильными и неправильными решениями. Так что большое спасибо. Я абсолютно уверен, что сейчас ваша позиция по отношению к России стала гораздо сильнее. У вас более сильные карты. Я знаю, вы не играете в карты, как вы однажды сказали. Помните это? Но иногда... Ну да. И, безусловно, с нами у вас карты еще сильнее. Я в этом абсолютно уверен. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в дальнейшем финансировании военных потребностей Украины, включая кредиты на закупку оружия. С таким заявлением он выступил в Брюсселе по итогам саммита Европейского Союза. Фицо подчеркнул, что Словакия не поддержит так называемые военные займы для Киева и не считает военный путь решением конфликта с Россией. По его словам, Украине прежде всего нужны средства на восстановление страны, а не новые поставки вооружений. Ранее лидеры ЕС договорились о заимствовании 90 миллиардов евро для предоставления Украине кредитов на оборону в течение 2 ближайших лет. При этом Словакия, Венгрия и Чехия получили право не участвовать в финансировании этого механизма. Я заявляю, что Словакия не будет участвовать ни в каком кредите, когда речь идет об Украине, прежде всего о военных поставках. Не исключено, дамы и господа, что если мы встретимся снова, и я захочу продолжить совместные переговоры правительств Украины и Словакии, чтобы спросить, чем мы можем помочь, то уж точно мы не будем давать деньги на оружие. Моя позиция по войне в Украине была последовательной. С самого начала я утверждаю, что Украине нужно не оружие, а прежде всего деньги на восстановление страны. Я говорил о совместных заседаниях правительств, говорил обо всем, в чем действительно нуждаются украинцы, но я искренне считаю, что им нужно гораздо больше вещей, чем оружие.
И никто не может обвинить меня в том, что я впервые приехал на этот саммит с такой идеей. Ведь примерно 2 недели назад я направил открытое письмо Антониу Коште. Это письмо получили все премьер-министры, и в нем я написал Антониу: «Извините, я не могу позволить Словакии быть частью какого-либо военного кредита для Украины. Я не верю, что это решение, принятое вчера в рамках углубленного сотрудничества 24 государствами-членами, приведет к укреплению Украины. Оно лишь приведет к дальнейшим бессмысленным убийствам». Служба безопасности Украины нанесла новые удары по энергетическим объектам России. Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили нефтедобывающую платформу на месторождении ракушечное имени Валерия Грайфера в Каспийском море, принадлежащую компании «Лукойл». По данным источников, удар пришелся по району газотурбинной установки, что подтверждено видео с бортовой камеры беспилотника. Это уже 3-я платформа, пораженная СБУ в Каспийском море за последнее время. Ранее были выведены из строя установки на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина, после чего добыча там была остановлена. Параллельно СБУ провела первую в истории атаку на танкер Теневого флота России в нейтральных водах Средиземного моря. Судно «Кендилл» получило критические повреждения и не может использоваться по назначению. В СБУ заявляют, что объект использовался для обхода санкций и финансирования войны, а значит являлся законной целью. По предварительным данным, на борту атакованного танкера Теневого флота России «Куэндил» мог находиться генерал ГРУ Андрей Аверьянов. Он один из ключевых организаторов российских диверсионных операций за рубежом. Его связывают с саботажем, шпионажем и тайными операциями в странах Евросоюза, а также с созданием схем обхода международных санкций. Ему, в частности, приписывают причастность к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании, подрыву самолета Евгения Пригожина и ряду других операций, проведенных по прямому приказу Владимира Путина. По сообщениям источников СМИ, танкер «Кендилл» использовался для шпионажа дронами в ЕС и других операций. Дональд Трамп не исключает нанесение ударов по режиму Николаса Мадуро. США резко усилили военное присутствие в Карибском регионе. Туда направлены тысячи военнослужащих, авианосная группа, боевые корабли и истребители. В Белом доме заявляют о намерении восстановить доминирование США в западном полушарии, ссылаясь на доктрину Монро. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что Вашингтон не опасается эскалации с Россией. По его словам, действия США направлены на обеспечение региональной безопасности, борьбу с трафиком незаконных веществ и контроль подсанкционных нефтяных поставок. Мы не обеспокоены возможной эскалацией с Россией в связи с Венесуэлой. Мы всегда ожидали, что Москва будет оказывать риторическую поддержку режиму Мадуро. Думаю, у них и так хватает проблем в Украине. Если министр иностранных дел Сергей Лавров нас смотрит, с Рождеством. Но в конечном итоге мы ожидали именно таких заявлений. Эта риторическая поддержка понятна и не является фактором, который влияет на наши решения. В рамках операции США уже нанесли удары по подозрительным судам, задержали санкционный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы и объявили блокаду подсанкционного экспорта нефти. Москва накануне выразила обеспокоенность через МИД. Российское внешнеполитическое ведомство предупредило о риске фатальной ошибки и угрозе международному судоходству. При этом президент России Владимир Путин публичных заявлений по ситуации в Венесуэле не делал. В Каракасе же происходящее называют интервенционизмом США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил действия Вашингтона против венесуэльских нефтяных поставок, пообещал продолжить экспорт и призвал американцев отвергнуть, по его словам, политику крови за нефть. Народ Соединенных Штатов должен поднять свой мощный голос и сказать: нет разжиганию войны, нет войне в Южной Америке, нет смене режимов, нет крови за нефть, нет интервенционизму. Уважайте суверенитет народов. Merry Christmas! Merry Christmas! And the people in the United States, Merry Christmas! The people in the United States, not war, Merry Christmas! Don't worry, be happy, be happy, be happy. Sé feliz como una lombriz. Y deja a los demás ser feliz. В северо-западной Турции местные жители обнаружили упавший беспилотник российского происхождения. Инцидент произошел в районе Измит провинции Каджаэли. На видео видно, как жители осматривают дрон с поврежденными крыльями. Министерство внутренних дел Турции подтвердило, что речь идет о беспилотном летательном аппарате типа Орлан-10. По предварительной оценке властей, дрон использовался для разведки и наблюдения. Причина его появления и падения на территории Турции пока не установлены. Украинские военные опубликовали видео из фронтового Лимана в Донецкой области, показав, как сегодня выглядят города у линии боевых действий. Улицы и разрушенные дома там опутаны оптоволоконными кабелями от FPV-дронов, которые остаются после ежедневных вылетов.
По данным украинской стороны, над городом постоянно работают сотни беспилотников, и Лиман фактически стал непригодным для нормальной жизни. Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16%. В Центробанке заявили, что 1 месяца замедления инфляции недостаточно для более резкого смягчения политики. Решение в целом совпало с ожиданиями рынка, хотя часть аналитиков рассчитывала на больший шаг. После объявления ставки рубль укрепился к доллару и юаню. В Кремле подчеркнули независимость Центробанка и признали, что цены на отдельные продукты продолжают расти. При этом в Центробанке заявили, что Россия пока не планирует отзывать иски против Euroclear и рассматривает дальнейшую правовую защиту своих интересов, включая международные суды. В ближайшие месяцы на цены будет существенно влиять повышение НДС и регулируемых цен. Нам еще предстоит оценить, каким будет их итоговый эффект. Все это мы учитываем, выбирая скорость и масштаб снижения ставки. Почему мы подали иск сейчас, а не раньше? На то были свои обстоятельства, о которых будет уместно говорить позже. И то, что будет дальше, как будет исполняться решение суда, это будет определено, как я уже говорила. Еще раз хочу подчеркнуть, после вступления решения суда в законную силу. В Испании наследная принцесса Леонор совершила свой первый самостоятельный военный полет. Он прошел на авиабазе Сан-Хавьер в регионе Мурсия в рамках подготовки в Генеральной воздушной академии. На кадрах, опубликованных Королевским домом, видно, как 20-летняя принцесса самостоятельно поднимает в воздух учебно-тренировочный самолет Pilatus PS-21, выполняет взлет и посадку, а после полета принимает поздравления от сослуживцев. Этому этапу предшествовали 4 месяца интенсивной подготовки, занятия с инструктором и тренировки на авиасимуляторе. Военная подготовка Леонор включает службу в сухопутных войсках, обучение в военно-морской школе и теперь авиационный этап. Такой формат обучения согласован правительством и королевской семьей и повторяет путь ее отца, короля Филиппа VI, который проходил аналогичную подготовку в 1980-х годах. Король Великобритании Чарльз III посетил Лондон, где принял участие в открытии новой пивоварни Guinness Open Gate Brewery в районе Ковент-Гарден. Во время визита монарх прошелся по производственным цехам, пообщался с пивоварами и продегустировал несколько сортов пива. Экскурсию для короля провела главный пивовар Холли Стивенсон, которая рассказала о процессе варки и концепции новой площадки. Завершился визит неформальным общением с персоналом, осмотром угощений и торжественным открытием пивоварни. Это наш партнер. Он соединяет в себе традиционный и современный стили. А это наш Winter Warmer, сезонное пиво. В нем есть пряности для выпечки. Так что этот вариант особенно интересный. И еще у меня есть небольшой тизер Apricot Sour, если вам интересно, безо всякого давления. Совсем другое, правда? Мне нравятся эти сорта пива.